Всем привет, с вами Мото Арчи. Сегодня мы отправляемся в мотопутешествие выходного дня в городок, который мне порекомендовали местные жители под названием ПЕГО. Город имеет реальную историческую ценность. Первое поселение было обнаружено еще в палеолит. Я даже не могу себе представить, как это было давно. Но для меня интересен не сам город. Мне интересны две дороги, которые к нему ведут. Это трасса 700 и трасса 712. Вот ее-то мне все мотористы местные и рекомендовали. Рванем туда, посмотрим, что нас ждет. Ничего загадывать не будем, планировать не будем. Мы знаем, чем это заканчивается. Поэтому просто поехали, прокатимся в воскресенье. Вообще мне нравятся такие путешествия с рюкзачком. Когда ты не нагружен там 20 дождевиками, ремкомплектом, дроном, техникой, запасными трусами. А рюкзак накинул и погнал. Все, поехали! Вот тоже чувачок с рюкзачком. Хлоп. Не удивлюсь, если сейчас 200 километров будем вместе ехать. Ой-ой-ой. А мы где? Вдвоем. Вообще, конечно, места очень красивые. Мы вот на точку поедем по одной трассе, хайвею АП-7, а обратно по Е-15. Но обе дороги, и это, и Е-15, конечно, впечатляющие. Так, ну вот и через 3 километра мы сходим с трассы, попадаем на тот самый объект, который нас интересовал. Ну, меня, дорогу. Потому что у самурая нет цели, есть только путь. Бенемарфул. Такой замечательный городишко Бенемарфул. Чувствуется, что вот как бы пацаны-то отсюда и едут с этой 700 и 712. Чувак! Обычно в таких случаях испанцы, которые сами ездят на мотоциклах, они прижимаются, они видят, что сзади догоняет мотоцикл, и они берут там правее, левее, в зависимости от ситуации. Но это прям вот он принципиальный кадр. Хорошо, вошли. Здорово, парни! Так, это была моя первая точка. Здесь я хочу, если честно, чуть-чуть отдохнуть и протереть визор. Такая вот часовенька. Слышите? Мне кажется, я в нужном месте.
Так, я еле оттер визор. Нереальное какое-то количество мотоциклистов на этой трассе. Поедем 48 минут вот по таким серпантинам. И приедем в город ПЕГО. ПЕГО, ПЕГО, ПЕГО. Та-ра-та-та. Все, поехали.
Оп. Ну, в общем, инста 360 ничего не записала. Не могу понять, почему. Я, если честно, в технологическом шоке, что, инста 360 отказалась записывать потрясающий серпантин. Так, ладно, принимаем эту ситуацию. Я, конечно, даже подумывал, что проехать его заново. Но, если честно, я рассчитывал свои силы физически только на один серпантин. Длиною 30 километров, 46 минут виражей. Главное для себя, что серпантин я проехал достойно. О, какой. Значит, поедем в Досагус снимать серпантин. Ладно. Там, кстати, серпантин прикольнее. Здесь сильно техничный был. Прям. Я что-то прям даже устал. Прям вообще устал. Вот, пацаны тоже устали, домой поехали. Ну вот мы и подъезжаем к Валенсии. Получилось такое чисто дорожное видео. Но и цели не было посещения каких-либо там достопримечательностей, либо исторических мест. Я действительно хотел просто проехаться по дороге по этой. И да, рекомендация была отличная. Дорога чумовая. Мне понравилось. Конечно, были технические шоколадки в плане того, что хваленая Insta360 X4 не записала. Но я потом посмотрел, там программно она не записала видео. Удалилась с SD-карты. Но ничего страшного. В следующий раз. Всем спасибо, кто был со мной. До новых встреч. Еще погоняем.